До выборов в США 5 ноября осталось всего чуть больше недели, и это является самым важным событием в 2024 году, поскольку результаты выборов окажут очень сильное влияние на геополитику, мировую экономику, финансовые рынки и фондовые индексы. Но еще выборы в этом году особо повлияют на биткоин, а также криптовалюту, потому что оба кандидата, как от демократической, так и от республиканской партии, активно поддерживают криптоиндустрию. За время своей предвыборной кампании Трамп уже успел посетить конференцию Bitcoin 2024, на которой обещал отправить биткоин на Луну, если станет президентом. Он заявлял, что уволит Гэри Генслера с поста главы SEC, что приведет к одобрению новых ETF на альты. Трамп говорил, что он сделает биткоин новой резервной валютой, чтобы снизить госдолг, а США станет главной криптостолицей мира. Также Трамп назначил вице-президентом Джей Ди Венса, который является холдером биткоина. У Трампа есть свой мемкоин, а еще его семья запустила даже отдельный криптопроект. В это время Камала Харрис также не сидит на месте, ведь она уже успела получить поддержку от авторитетных лидеров криптоиндустрии. Ее политику поддерживает миллиардер Марк Юбан, глава компании Ripple, а ее соучредитель Крис Ларсон уже пожертвовал на предвыборную кампанию Харрис более 10 миллионов долларов в монете XRP. Сейчас мы имеем два прокриптовалютных кандидата, и последние данные показывают, что голоса 73 опрошенных американских криптоинвесторов как раз таки будут зависеть от поддержки криптовалюты со стороны Трампа и Харрис. Как вы видите, криптовалюта стала неотъемлемой частью предстоящих выборов. Именно поэтому сегодня в ролике я вам подробно расскажу, как на самом деле выборы в США 5 ноября повлияют на крипторынок. Для этого мы разберем, кто из кандидатов окажет более положительное влияние на рынок. Я вам покажу лучшие альткоины, которые имеют потенциал на самый большой рост после выборов в США, из-за чего их можно купить сейчас. А также мы разберем, что будет с биткоином. Ведь чем ближе мы подходим к выборам, тем больше появляется прогнозов, что биткоин будет стоить 90, 100 и даже 150 тысяч долларов после 5 ноября. И кстати, поскольку октябрь подходит к концу, мы уже начинаем подготавливать для вас большой биткоин-прогноз на ноябрь. Уверяю вас, этот месяц точно будет особенным, учитывая выборы в США, понижение ставки ФРС и многие другие события, о которых мы расскажем в новом ролике. Поэтому, чтобы он вышел уже на следующей неделе, поставьте 1500 лайков, за которые вам заранее огромное спасибо. Ну а теперь без лишних слов давайте приступать к ролику. С вами Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Что ж, дорогие друзья, с каждым днем выборы в США становятся все ближе и ближе, и сейчас в криптоиндустрии активно обсуждают вопрос, кто будет лучше влиять на криптовалюту, Дональд Трамп или Камала Харрис. Например, недавний отчет американских банкиров, многие из которых выступают за крипту, показал, что 58% считают, что администрация Трампа будет лучше для их отрасли и отдельных компаний. Следовательно, с победой Трампа крипторынок может получить дополнительных инвесторов из банковского сектора. И кстати, этот отчет был опубликован на этой неделе в нашем телеграм-канале, где мы делимся только самой важной и полезной информацией, которая позволит вам не только оставаться в курсе всех событий, но и зарабатывать на этих событиях вместе с нами. Поэтому, если вы давно искали лучший криптоканал, вам точно стоит на него подписаться. Вообще, вопрос о том, кто более положительно повлияет на криптовалюту после выборов, действительно имеет важное значение, ведь более высокий уровень принятия криптовалюты может повысить приток нового капитала, что соответственно вызовет рост цен. Например, во время президентского срока Джо Байдена произошло одно событие, которое кардинально изменило рынок. И это, конечно же, одобрение спотовых биткоин ETF. Запуск ETF позволил институциональным инвесторам инвестировать в биткоин, что, собственно говоря, и вызвало рост биткоина на 150% за последний год. Так вот, сейчас обсуждают потенциальный запуск ETF на другие альткоины, в частности на Solana и монету XRP. А по мнению аналитиков, их одобрение станет более вероятным, если к власти придет именно Трамп. Главный ETF-аналитик от Bloomberg Эрик Балчунас на недавнем форуме в Швейцарии сказал, если победит бывший президент США Дональд Трамп, он определенно назначит на пост главы SEC более либертарианского человека, и добавил, поэтому если вы увидите победу Трампа, следите за этим событием, а если увидите победу Камалы Харрис, просто забудьте об этом на пару лет. Да, политика Трампа и Харрис сильно отличается между собой, что нужно обязательно учитывать после выборов. И кстати, в нашем прошлом ролике мы на основе последних опросов и многих других данных четко ответили, кто же
тоже, скорее всего, станет новым президентом США. Так что обязательно посмотрите. Ранее на конференции Bitcoin 2024 Трамп лично заявил, что он уволит Генслера, который всегда был против криптовалюты, и даже ETF в начале года он одобрял крайне осторожно, причем вероятно после давления со стороны правительства. А вот новый глава SEC от республиканцев, как например Хестер Пирс, которая всегда защищала и поддерживала криптовалюту, явно будет более лояльной, что сильно повысит шансы на одобрение ETF на различные альты. В июле Чикагская биржа опционов обратилась в SEC за разрешением на листинг запланированных Solana ETF от компании VanEck и 21 Shares, а в октябре эмитенты ETF Canary Capital и Bitwise подали заявки на ETF XRP, и дополнительно Canary также подала заявку на регистрацию спотового ETF на Litecoin, и в данном случае особого внимания заслуживает именно Solana, которая, несмотря на текущий сильный откат, является лидером роста и стремится пробить уровень $200. Сейчас на Solana ставят большие ставки, в том числе и крупные банки, как например Standard Chartered. В начале месяца его аналитики заявили, что Solana вырастет на 400%, если к власти придет Трамп, и главной причиной также является ETF. Глава отдела цифровых активов в Standard Chartered Bank Джеффри Кендрик сказал, что экономическая политика Трампа, часто направленная на стимулирование экономики, может побудить инвесторов обратиться к цифровым активам, и по его словам цена Solana может превысить $700 при администрации Трампа. Прогнозы, конечно же, очень оптимистичные, но если посмотреть на актуальную метрику и последние сетевые данные, то $700 кажутся не такими уж и невозможными. Текущий рост экосистемы и цены Solana в первую очередь связан с мемкоинами, про которые мы делали даже отдельное видео, ведь активность мемов повышает количество транзакций, что приносит больше комиссий. На этой неделе Solana зафиксировала новый исторический максимум ежедневных комиссий, которые составили $11 миллионов. Также количество ежедневных транзакций в блокчейне выросло на 29%, с 26 до 34 тысяч, а уровень TVL вырос на 33%. В последнем нашем топе я советовал вам покупать Solana и говорил, что она пробьет $180. Так и произошло, но рост на этом не заканчивается, потому что консолидация выше $180 приведет к выходу из торгового канала, что может направить цену к уровню $200, на что вероятно повлияет исход выборов. Поэтому за Solana мы будем внимательно следить, чтобы подобрать лучшие диапазоны для дополнительной покупки в портфель, а также уровни для открытия сделок, чтобы зарабатывать не только на ее росте, но и на потенциальном откате. А если вы желаете сделать это вместе с нами, приглашаю вас в нашу подписку Coin22 Pro, где как раз таки и публикуются ежедневные прибыльные сделки. Например, прошедшая неделя выдалась очень прибыльной для всех участников Pro, ведь мы заработали от 80% на падении Sui, от 75% на росте NIR, от 70% на коррекции Aptos, а также монете Optimism, еще от 65% на обвале Bitcoin Cash и на многих других монетах, поскольку наши аналитики следят за рынком круглосуточно и вовремя предоставляют оптимальные уровни, а на старте все новички получают пошаговое обучение с полноценной практикой под руководством наших специалистов. Плюс к этому у вас будет поддержка 24/7, и мы поможем вам собрать прибыльный спотовый портфель. Поэтому, если вы желаете покупать только самые перспективные монеты, зарабатывать на важных событиях, таких как выборы в США, и заранее получать лучшие точки входа, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Кроме Solana также есть и другие монеты, которые имеют потенциал на рост в случае победы Трампа, и одна из них это мемкоин Doge. Давайте не забывать, что Трампа активно поддерживает Илон Маск, который хочет создать новый департамент эффективности правительства под аббревиатурой Doge. На этой неделе Doge пробил локальный максимум на фоне выступления Маска и ажиотажа в Твиттере. Маск прекрасно понимает, что он может получить большое влияние при Трампе, а его новый департамент будет только вызывать больше обсуждений вокруг Dogecoin, тем самым оказывая на него положительное влияние. Следовательно, если говорить о монете, которая также может отличиться ростом среди других, Dogecoin попадает в эту категорию, ведь Илон Маск явно будет часто попадать в новостные заголовки, если в Белом доме будет сидеть администрация Трампа. Тем более сам создатель Dogecoin Билли Маркус поддерживает Трампа и Маска и критикует демократов, а рост Доги, в свою очередь, повлияет на весь сектор мемкоинов, в том числе и на мем Трампа. А чтобы узнать, какие еще мемкоины лучше всего покупать, вы можете посмотреть вот это видео,
которое мы недавно выпускали на канале. Также опрос 191 банкира показал активную поддержку криптовалютной и налоговой политики Трампа. То есть 58% респондентов ответили, что им было бы лучше при Трампе. Еще бы, ведь Трамп хочет полностью убрать подоходный налог, в то время как Харрис, наоборот, хочет его повысить. А для бизнесменов, инвесторов и банкиров повышенный налог точно не сыграет на пользу. Но как это связано с криптовалютой? Процветание банковского сектора США имеет положительное влияние на Money2Link, и сейчас я объясню почему. Еще в середине мая этого года разработчики Chainlink сообщили об успешной пилотной программе с участием крупных финансовых учреждений США. Тогда анонсировали DTCC, крупнейшую в мире систему блокчейн-оракулов, с поддержкой Chainlink и несколькими известными финансовыми организациями США. Согласно отчету, эта инициатива под названием Smart NAV направлена на ускорение токенизации фондов путем создания стандартного процесса сбора и распределения данных о чистой стоимости актива в различных сетях блокчейнов с использованием протоколов взаимодействия от компании Chainlink. В пилотном проекте приняли участие ведущие финансовые институты, такие как American Century Investment, JP Morgan, Банк Нью-Йорк Миллон, Franklin Templeton, State Street, Invesco и другие. Основная цель Smart NAV заключалась в том, чтобы сделать доверенные и проверяемые данные, необходимые для бизнес-процессов, доступными в нескольких сетях блокчейнов. DTCC выступал в качестве поставщика данных и управляющего решением в цепочке, в то время как CCIP Chainlink служил важным уровнем взаимодействия. Таким образом, поддержка со стороны банковского сектора при администрации Трампа может привлечь еще больше интеграции финансовых организаций с криптокомпанией Chainlink, из-за чего эту монету можно присмотреть к покупке. Тем более сейчас цена Link торгуется в восходящем тренде, около диапазона прошлого года, а также сейчас растут слухи о возможном сотрудничестве с Ларри Финком, гендиректором BlackRock. И это происходит на фоне того, что Финк продолжает изучать технологию блокчейна для ее использования в токенизации реальных активов, таких как акции, облигации и недвижимость. И несмотря на то, что Ларри Финк всегда поддерживал демократов, он очень тесно работал с Трампом, ведь его назначили в деловой консультативный совет во время президентства Трампа, а также фонд BlackRock управляет инвестиционным портфелем Трампа в течение многих лет. Следовательно, можно предположить, что для Ларри Финка победа Трампа сыграет в плюс, точно так же, как и для проекта Chainlink, который является лидером в токенизации активов, которыми активно интересуется Ларри Финк. Но что мы все о Трампе? Есть же и второй кандидат от демократов, Камала Харрис. Давайте же разберем, с какой криптовалютой она связана и как это может повлиять на ее цену. Как вы, наверное, догадались еще с самого начала, Харрис активно сотрудничает с главой компании Ripple, а от второго соучредителя Харрис получает большие донаты. Ведь, например, на этой неделе Крис Ларсон отправил в поддержку предвыборной кампании Харрис $10 миллионов в токенах XRP. Ларсон, который в течение последних лет поддерживал кандидатов от разных партий, рассказал в интервью CNBC, что его уровень комфорта в отношении Харрис связан разговорами с людьми, которые участвуют в кампании, и тем, что он видел потенциал с тех пор, как она сменила Байдена. Тем временем гендиректор компании Ripple Брэд Гарлинхаус описал Камалу как опытного инсайдера с тонким подходом к криптовалюте, отметив при этом, что Трамп выступает с агрессивным подходом к этому вопросу. Глава Ripple похвалил Харрис за сделанное ею на прошлой неделе важное заявление о том, что она поддержит нормативную базу криптовалют в случае избрания. Хотя глава Ripple признал, что Харрис относительно спокойно относится к криптовалютам по сравнению с Трампом, он представил кандидата от партии демократов как протехнологического лидера. Также Гарлинхаус является своего рода лидером криптокоманды, которую собрала Харрис. По данным источника из криптоиндустрии, на ее недавнем мероприятии присутствовал сам Брэд Гарлинхаус и Крис Ларсон, гендиректор Uniswap Хейден Адамс, глава Stellar Foundation, гендиректор Circle Джереми Аллер, миллиардер Марк Кьюбан, а также главный юрист Coinbase. Все они обсуждали вопросы регуляции крипторынка, а также возможности создания новых законов для криптоинвесторов. Итоги самой встречи нам неизвестны, но вот после последнего выступления Харрис ее политика стала более понятной. Во время недавнего сбора средств в Нью-Йорке Харрис сделала свои самые прямые комментарии о криптовалюте, пообещав поощрять инициативные технологии, такие как ИИ и цифровые активы, защищая потребителей и инвесторов. Если говорить о влиянии на какие-то конкретные монеты, то я бы выделил, конечно же, XRP, а также Uniswap, ведь глава этой крупной DEX биржи поддерживает Харрис. Что касается Uniswap, то здесь вопросов нет, ведь монета постепенно движется вверх после локального 1 в августе, а если с помощью Харрис биржа Uniswap еще получит особый статус среди других DEX платформ, то рост будет обеспечен. А вот в случае с XRP все куда сложнее, ведь тот самый суд еще не закончился. SEC недавно подавала апелляцию
операцию, и дело продолжают рассматривать. Таким образом, пока Ripple не решит проблему судом, масштабного роста XRP и одобрения ETF мы вряд ли увидим. Ну а как политика Трампа и Харрис будет влиять на главные монеты, а именно биткоин и эфир? Конечно, сейчас можно найти много прогнозов от разных аналитиков, что биткоин при Трампе будет расти вплоть до 150 тысяч долларов. Объясняется это тем, что политика Трампа больше направлена на развитие экономики, в то время как Харрис будет идти по стопам Байдена и сделает упор на зеленую энергетику и повышение подоходных налогов. Ну а Трамп также предлагает поддержку майнинга биткоина, банковское регулирование, противодействие CBDC, а также право на самостоятельное хранение криптовалюты. Кроме продвижения цифровых валют, Трамп сам владеет криптовалютой. По данным его публично раскрытый кошелек оценивается в более чем 6,7 миллионов долларов, с большей частью активов, которые хранятся в эфире. И кстати, если говорить о эфире, то это очень хорошая базовая монета, которую стоит добавить к себе в портфель до выборов, ведь эфир всегда демонстрирует рост после биткоина. Но какой кандидат лучше подходит для криптовалюты? Трамп, который изменил свою позицию по криптовалюте, чтобы привлечь поддержку на выборах, ясно обозначил свою позицию. Харрис также недавно высказалась в поддержку криптовалюты, но она была скудна в деталях, что говорит о том, что ее основной интерес заключается в обеспечении нормативной базы с целью защиты инвесторов. 14 октября руководитель исследований Galaxy Digital Алекс Торн поделился вот такой оценочной картой, которая представляет сравнение криптополитики и законов Байдена, Харрис и Трампа. Результаты показывают, что Трамп был более благоприятен для отрасли, но Galaxy более оптимистично настроена относительно позиции Харрис, чем Байдена. Таким образом, победа уходит Трампу, ведь, как я говорил еще в прошлом ролике, Трамп проводит более активную предвыборную кампанию, что привлекает новых избирателей, в том числе из крипторынка. Но проблема в том, что ни один из кандидатов не имеет четкой криптопрограммы, которая могла бы конкретно показать, что они будут делать для поддержки этого рынка. Пока мы слышим только общие тезисы, до которых за 4 года руки могут не дойти, ведь есть более важные проблемы, которые нужно решать первыми. Поэтому мы будем следить за развитием этих событий и ожидать выборов в США. Напоминаю вам, что ролик с прогнозом на нового президента есть в подсказке в правом верхнем углу. В комментариях напишите ваше мнение, кто больше повлияет на криптовалюту. Не забывайте ставить лайк и подписываться на наш телеграм-канал, где мы всегда на связи и выкладываем актуальные новости. Ну а с вами был Влад, всем желаю удачи, до скорых встреч!